Приветствую! Сегодня я покажу, как вязать универсальную сумку из джута Шопер. Начнем! Для работы нам понадобится джутовый шпагат и крючок 6 мм. Если будете вязать, как я, двухниточным шпагатом в 2 нити. Брать сбоку можно и из середины бобины одной. Основной крючок 6 мм и 4 мм, чтобы прятать нити. Бирка, если необходимо, и джутовый шпагат тонкий 560 текс пришивать в бирку, и иголка. Вот, например, сумка связана трехниточным шпагатом, в одну нить крючок 4,5 мм. А эта сумка связана в 2 нити двухниточного шпагата, крючок 6 мм, покрупнее вязка. Набираем первую петлю удобным для вас способом, например, кольцо амигуруми. Затягиваем петельку. И теперь формируем воздушную цепочку из 15 петель, плюс 1 петля подъема, итого 16. Для размера сумки 30 на 40 достаточно 15 петель. Набрали 16 петель. И теперь вставляем крючок во вторую петлю. Вытягиваем основную нить, получается 2 петельки. И через них протягиваем основную нить. Получается первый столбик без накида. Так, провязываем каждую петельку. Важно не пропустить петли и не перекрутить цепочку. Смотрите, чтобы захватывалось сразу обе нити, не по одной. Крючок должен смотреть вниз. Теперь провязываем последнюю петлю. Также вставляем крючок, делаем столбик без накида. И нам здесь нужно сделать 3 столбика в одну петлю. Первый. Хвостик прячем немножко уже. Второй столбик. И третий. Здесь мы прячем узелок, который у нас остался, под этот столбик. Спрятали, немножко подтянули. И теперь вот дырочки у нас есть. Мы туда же вставляем крючок и провязываем каждую дырочку. Хвостик тоже сразу же ввязываем, чтобы потом не прятать. Подтягиваем его постоянно. Можно провязать столбиков 5 и потом обрезать хвостик, либо полностью его вязать. И обрежем. Предварительно его подтянув. Продолжаем дальше провязывать каждую петельку. Как вы
вы уже поняли, у нас будет овальное донышко, поэтому на углах мы всегда будем делать по 3 прибавки. Вставляем крючок в последнюю петлю. Здесь нам нужно сделать 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик и третий столбик как бы спрячет вот эту петельку. Она нам не нужна, мы ее провязывать не будем, она лишняя. Сделали мы основной ряд. И теперь будем переходить на второй ряд. Будем вязать за заднюю стенку, то есть хватаем только ее. Сильно не вытягивайте, главное. Можно, конечно, делать за обе стенки вот так, но вязка будет более плотная и рисунка будет тяжелая. Я предпочитаю так вязать, если вяжу в одну нить. Поэтому продолжаем вязать за заднюю стенку. Здесь ничего страшного, если у вас получаются большие дырочки. Можно будет потом просто пришить подклад для такой сумки. Прибавки делаем только по бокам. Довязываем до конца края. У нас есть здесь 3 петельки. Каждую нужно провязать по 2 столбика без накида. Получается, мы делаем 3 прибавки. Один, 2 и 3. Три прибавки сделали, продолжаем вязать дальше до следующего края. Подходим к краю. Здесь мы тоже делаем 3 прибавки. Также в каждую петлю по 2 столбика без накида. Сделали. Вот мы дошли, первый ряд сделали. Переходим на следующий. Также вяжем без прибавок до конца ряда. Подходим к краю и также равномерно распределяем прибавки. То есть одна будет с края, другая в серединке и третья также с края. Первая. Здесь делаем прибавку вторую в серединке и еще с края будет.
Продолжаем вязать дальше. Подходим к краю и смотрим, где мы сделаем прибавки. Будет с края также, в серединке где-нибудь и еще с краю. То есть мы всегда делаем равномерно по краям 2 прибавки и в середине. Вот видно здесь, что конец ряда, где мы начали. Здесь считаем конец ряда. Вот мы связали 2 ряда, первый не считаем. Основной ряд не считаем. Продолжаем вязать дальше. Доходим до края, смотрим, делаем прибавку сбоку. Смотрим, где можем еще. Вот одна вот есть уже прибавка у нас. Мы ее провязываем просто. И делаем нашу прибавку сбоку, вторую. И еще третья. И здесь еще покажу. Также мы делаем по бокам и сбоку. Вот у нас была прибавка. Мы сбоку от нее делаем. Вторая. Вот мы сделали 3 ряда. Довязываю прибавку. Нам нужно также сделать еще 3 ряда, провязать. Я связала 6 рядков. Первый ряд мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядков. По краям мы делали прибавки по 3 штуки. Теперь мы не будем делать прибавки, будем просто вязать каждую петельку по одному столбику. Так вяжем примерно 7 рядов, чтобы потом посмотреть, какая ширина у нас в сумке получилась. Продолжаем вязать без прибавок. И также на углах, где у нас раньше были прибавки, мы их не делаем, просто провязываем в каждую петлю по одному столбику. Постепенно будут появляться стенки сумки, закругляться будет. Так вяжем 6 рядков еще. Я связала еще 7 рядков. Мне получилось такое донышко. И на данном этапе мы измеряем ширину сумки, какая сейчас выходит. Мне, например, нужно 40 сантиметров. Я буду проверять. Берем сантиметр, натягиваем до конца, расплющиваем и смотрим.
38 сантиметров. Мне нужно еще прибавить немножко. Если вас устраивает такая ширина сумки, то вы вяжите дальше до необходимой вам высоты. Если нет, то делаем прибавки. Если вы хотите, чтобы у вас сумка была конусом, то есть расширялась кверху, то изначально делаем донышко поменьше и потом прибавки по краям постепенно. Либо сумка будет прямоугольная, дно широкое и прямые стенки. Еще ширина сумки зависит не от первоначального количества петель, а от вашей вязки. То есть, если вы вяжете довольно свободно, у вас петельки выходят крупные, то сумка будет больше. Если вы вяжете плотно, то сумка наоборот будет меньше. Поэтому я говорю, когда провяжете примерно 7 рядков после донышка, измеряйте ширину. Если ширина вас устраивает, то оставляйте. Если нет, то делаем прибавки. Как делать прибавки, сейчас покажу. Довязываем до края, примерно до середины. И здесь делаем прибавку. Также в одну петлю провязываем 2 столбика. И вяжем дальше до другого края. Здесь то же самое делаем. Смотрите, я сделала по одной прибавке по краям. Теперь у меня получилось 40 сантиметров. Если вас устраивает такая ширина, то продолжайте вязать без прибавок. Если нет, то через 2 рядка тоже делаем прибавку, только не на том же самом месте, где сделали, не там же, а где-то сбоку, чтобы не было бугорка. Друг над другом прибавки не делаем. С края, справа или слева. И делаем прибавки так до нужной ширины. Когда разобрались с шириной, продолжаем вязать до необходимой высоты. Как измерить высоту? Ставим сумочку и отмеряем от поверхности, сколько нужно сантиметров. Я буду вязать до 30 сантиметров. Если вас устраивает такая ширина, продолжаем вязать без прибавок. Хочу показать, что делать, если у вас закончилась нить. Примерно за метр начинаем вводить новую нить. Укладываем ее вдоль вязания. И провязываем ее. Мы как бы заранее ее прячем. Провязываем, пока не закончится нить. Все, закончилось. Теперь аккуратно подтягиваем хвостик, чтобы он спрятался. Определяем, где теперь хвостик оставшийся, и его укладываем вдоль вязания. Берем новую нить и провязываем ее. Теперь прячем хвостик. Прячем старую нить. Нужно так провязать 6-7 столбиков и ее обрезать, либо провязать до конца.
разровнять, чтобы ничего не торчало нигде. Все, ничего не видно. Я связала высоту 30 сантиметров и теперь перехожу на ручки. У меня будут вязаные ручки. Отмеряю по краям по 10 сантиметров, либо по 10 петелек. Первую петлю нам нужно закрепить хорошо, чтобы она держалась. Поэтому мы вставляем крючок не в заднюю стенку, а под обе стенки. Закрепляем и набираем цепочку из 60 петель. Вы можете вязать как больше, так и меньше петель, но главное запомните, какое количество общее было, чтобы потом повторить на второй ручке. Смотрите, чтобы цепочка не перекрутилась. Вот набрали цепочку и смотрим. Считаем по бокам. Тут у нас 10 было петелек. И здесь тоже на 10-ю вставляем крючок. Также под обе стенки закрепляем. А дальше уже идем за заднюю стенку. Повторяем узор так же, как и было. Провязываем до следующих 10 петелек от края. Провязали 10 петелек сбоку. Проверяем, чтобы они одинаково были с другой стороны. И также закрепляем первую петлю под обе стенки. Набираем тоже количество петель. У меня это 60 петель. Смотрим, чтобы не перекрутилось. И вставляем также в 10-ю петельку. Закрепляем, вставляем под обе стенки. Дальше вяжем уже за заднюю стенку. Продолжаем дальше вязать до следующей. Довязали. Теперь тут за заднюю стенку. И теперь вставляем в каждую петлю крючок и провязываем столбик без накида. Стенка как бы одна остается. И провязываем каждое звено цепочки.
Так, провязали. У нас осталось две петельки, мы их провязываем, не пропустите. Она немножко перекрученная, плохо заметная последняя. Также вставляем за заднюю стенку, продолжаем рисунок. И вяжем дальше до второй ручки. Такая ручка получилась. Это первый рядок. Вторая ручка то же самое. Смотрим, чтобы не перекрутилось. Выравниваем. И провязываем каждое звено. Подтягиваем и провязываем дальше. Нужно провязать 3 ряда, можно 2, как вам нравится больше. Здесь хочу показать, когда мы переходим на второй ряд, вяжем также за заднюю стенку. Вот так получается. Также можете и за обе стенки брать. Будет немножко другой рисунок и ручка поплотнее. Это за обе стенки. Вот так. Я предпочитаю также за заднюю стенку продолжать вязать. И вяжем дальше еще 1 или 2 ряда. Я провязала 3 ряда. Ручки можно отпарить утюгом, чтобы они были более прямые. И теперь мы заканчиваем ряд. Довязываем до конца ряда. На повороте останавливаемся. Все, можно здесь закончить и обрезаем нить, оставляя примерно сантиметров 15. Вытягиваем нить. И берем крючок поменьше. Теперь нам нужно повторить звено. Делаем то же самое. То есть вставляем спереди крючок, вытягиваем основную нить. И нам ее нужно вот сюда вставить. Поэтому мы заходим под перемычку и под заднюю стенку, вытягиваем основную нить, вот так мы повторили звено. Тут вытянулось немножко, поправляем, подтягиваем и теперь будем прятать нить. Здесь можно куда-то ее спрятать под петельки другие. Берем по 2 или по одной нити, как удобно, и вытягиваем, протягиваем через петельки эти.
вводим хвостик вниз. Так, спрятали. И немножко вытягиваем. Перетянулась. Максимально повторяем звено. И обрезаем. Все. Сумку довязали, теперь будем пришивать бирку. Определяем место, где у нас будет бирка. Бирки дырочки проткнула с помощью шила. Нам понадобится иголка и джутовый шпагат тонкий 560 текс. Оставляем без узелка. Прикладываем бирку. И теперь как бы издалека подходим. Сразу прячем хвостик. Подтягиваем аккуратно. Спрятали. И фиксируем нить. Переходим на другую сторону. Пришиваем. Здесь снова фиксируем нить и сразу прячем хвостик. Обрезаем. Все, расправляем, сумочка готова. Еще хочу показать, сейчас делаю сумочку в одну нить за обе стенки. Узор более плотный. Мы вязали 2 нити за заднюю стенку. А здесь, так как сумочка маленькая, 25 на 30 сантиметров, и еще она с подкладом будет, я решила ее вязать в одну нить, чтобы она не была слишком тяжелая.
Донышко точно такое же, только переход сделала по просьбе заказчицы. Как вам нравится, можете вязать и так, и так. Мы с вами связали универсальную сумку из джута, и теперь хочу немножко рассказать по уходу. Такая сумка не боится влаги, не боится дождя, ее можно стирать, лучше вручную, в мыльной воде. Замачиваете, немножко пожуркаете, и она затвердеет полностью, когда впитает джут влагу. Можно ее прополоскать и повесить сушиться. Сохнет примерно сутки. Если вы хотите сумку с кожаными ручками, то можно посмотреть у меня в профиле, есть мастер-класс, как делать кожаные ручки и их пришивать. У вас, возможно, получится немножко другая сумка, ничего здесь страшного нет, у каждого своя вязка, своя плотность вязки. Желаю удачи, у вас все получится. До следующих мастер-классов. Пока!